Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые зрители моего YouTube-канала, подписчики. Я Валерий Табаков, юрист, русскоязычный гражданин Украины. Сегодня я расскажу вам о своем важном шаге в моей борьбе за права русскоязычных украинцев. Это видео посвящено подаче жалобы уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубенцу по делу об убийстве Ирины Фарион. Я планирую подать эту жалобу в ближайшие дни, возможно, уже завтра, 5 января 2026 года. Я сейчас разъясню подробно свою позицию, покажу текст жалобы, зачитаю ее полностью, без каких-либо сокращений. Также я упомяну мое заявление в суд от 8 ноября 2025 года для контекста, но основной акцент именно на жалобе омбудсмену. Ну а сначала контекст дела. В Шевченковском районном суде Львова идет рассмотрение дела номер 466/12-967/24. Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве Ирины Фарион по мотивам национальной нетерпимости, часть 2, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Процесс активный, заседания проходят регулярно, арест Зинченко продлен. Допрашивают свидетелей. 8 ноября 2025 года я, Валерий Табаков, подал заявление о признании меня потерпевшим в этом деле. Это заявление зарегистрировано и присоединено к материалам дела. Но с 8 ноября 2025 года прошло уже почти 2 месяца, а суд до сих пор не вынес постановления по моему заявлению. Это нарушение разумных сроков судопроизводства. Статья 28 УПК Украины. Именно поэтому я подаю жалобу омбудсмену, чтобы привлечь внимание к задержке и ускорить рассмотрение. Теперь о поддержке. К сожалению, группы поддержки Зинченко, как та часть, которую возглавляет Мусихина, так и та, которую возглавляет Лана, сейчас не оказывают мне никакой помощи в этом вопросе. Ранее группа Ланы активно поддержала мою инициативу с подачей заявления о признании меня потерпевшим в суд. Они понимали важность защиты прав граждан Украины, независимо от языка, в том числе и русскоязычных, и защиту прав на справедливый суд. Но сейчас группа Ланы тоже молчит. Возможно, это происходит из-за внутренних разногласий или смены приоритетов. Может быть, их преследуют украинские националисты и фарианизаторы, не знаю. Я продолжу борьбу сам, потому что это касается не только меня лично, но в том числе и меня, но самое главное и миллионов русскоязычных семей в Украине. А теперь подробно о моей позиции. Как русскоязычный гражданин Украины и член русскоязычной семьи, я считаю, что убийство Фарион нанесло мне прямой моральный вред. Почему? Потому что оно привело к закрытию уголовного дела против нее, против Фарион, по статье 161 Уголовного кодекса «Разжигание вражды по языковому признаку». СБУ открыла это дело в 2023 году из-за ее публичных высказываний
унижающих русскоязычных украинцев, включая военнослужащих ВСУ. Фарион называла нас москалями, рабами, требовала лишить образования и работы. Ее смерть закрыла дело не по невиновности, а по факту смерти. И мы, русскоязычные, лишились шанса на справедливость. Это усилило атмосферу дискриминации, которую подтверждает даже Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в выводах от 24 апреля 2025 года. Там прямо сказано, что украинские законы дискриминируют русскоязычных по сравнению с носителями языков ЕС. Лично для меня и моей семьи это касается образования. Моя дочь Елизавета 2017 года рождения не может получить полное среднее образование на родном русском языке на равных условиях с другими. Это нарушение статей 10, 24 и 53 Конституции Украины. Мы испытываем эмоциональный стресс, чувство ущемления прав, страх за безопасность. Убийство Фарион не позволило восстановить справедливость по делу о разжигании вражды. И из-за этого мой и моей семьи моральный вред только усилились. Теперь я продемонстрирую текст жалобы омбудсмену, зачитаю ее полностью. Дмитрию Валерьевичу Лубенцу. Адрес. От Табакова Валерия Зиновьевича. Адрес, телефон, e-mail, паспорт. Заява скарга про порушення прав людини. Дата. Шановний Дмитре Валерійовичу, я, Табаков Валерій Зінович, російськомовний громадянин України, звертаюся до вас із скаргою на порушення моїх конституційних прав. Зокрема, право на ефективний доступ до правосуддя, розумні строки судового розгляду та захист від дискримінації за мовною ознакою. Статті 8, 24, 55 Конституції України. Статті 28, 55, 56, 61 Кримінального процесуального кодексу України. Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації України. Стаття 6 Європейської конвенції з прав людини. Опис обставин порушення. Як російськомовний громадянин України я зазнав моральної шкоди від систематичного розпалювання ворожнечі за мовною ознакою з боку Ірини Фаріон, чиї публічні висловлювання кваліфікуються як можливе порушення статті 161 Кримінального кодексу України. У 2023-2024 роках СБУ розслідувала відповідне кримінальне провадження проти неї, що давало мені можливість отримати судовий захист своїх прав. Після вбивства Ірини Фаріон 19 липня 2024 року це провадження було закрите виключно через її смерть. Пункт 5 частини 1 статті 284 КПК України, а не через встановлення невинуватості. Це безпосередньо позбавило мене можливості домогтися справедливості та захисту від дискримінації, спричинивши додаткову моральну шкоду.
У зв'язку з цим 8 листопада 2025 року я подав до Шевченківського районного суду міста Львова заяву про визнання мене потерпілим у кримінальному провадженні номер 466 12 967 24 щодо вбивства Ірини Фаріон, обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Обґрунтування. Факт вбивства безпосередньо спричинив закриття справи за статтею 161 Кримінального кодексу України, порушивши мої права на захист від розпалювання ворожнечі. Заява була зареєстрована в системі «Електронний суд» 8 листопада 2025 року та приєднана до матеріалів справи. Станом на 4 січня 2026 року минуло майже 2 місяці з моменту подання та приєднання заяви. Але суд досі не виніс жодної ухвали щодо визнання мене потерпілим або відмови в цьому. Судовий розгляд справи по суті триває активно. Засідання відбуваються регулярно. Міра запобіжного заходу обвинуваченому продовжується. Однак моє клопотання, моя заява залишаються без розгляду, без будь-яких пояснень чи рішень з боку суду. Це є порушенням вимог статей 55, 56, 61 КПК України. Визнання потерпілим має відбуватися негайно після надходження заяви. Та статті 28 КПК України розумні строки розгляду. Затримка обмежує мої процесуальні права, участь у засіданнях, ознайомлення з матеріалами справи, подання цивільного позову про відшкодування моральної шкоди тощо. Крім того, враховуючи мовний аспект справи, така затримка може мати ознаки упередженого ставлення та посилювати дискримінацію за мовною ознакою. Прошу уповноваженого визнати факт порушення моїх прав на доступ до правосуддя та розумні строки розгляду. Направити офіційний запит до Шевченківського районного суду міста Львова з вимогою надати пояснення щодо причин затримки розгляду моєї заяви від 8.11.2025 року та прискорити винесення ухвали про визнання або відмову у визнанні мене потерпілим у справі номер 466 12 967 24. Надати рекомендації щодо подальшого захисту моїх прав як російськомовного громадянина України від дискримінації. Повідомити мене про результати розгляду цієї скарги та вжиті заходи. Додатки. Для полноты картины я сейчас продемонстрирую и текст своего заявления в суд от 8 ноября 2025 года, которое остается в силу. И именно на задержку рассмотрения этого заявления я и жалуюсь омбудсмену. Вот это заява. Друзья, моя позиция проста. Я не оправдываю убийство, но требую признания вреда от системы дискриминации, которую продвигала Фаріон и которая продолжается. Это борьба за равные права всех украинцев, независимо от языка.
жалобу омбудсману я подам в ближайшее время. Это поможет не только мне, но и всем русскоязычным, сталкивающимся с подобным. Если вы поддерживаете, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Вместе мы добьемся справедливости. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.